Здравствуйте, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на моем канале. И сегодня мы поговорим об истории развития классического World of Warcraft. Несколько лет назад на сайте GamesUtra разработчики игр составили топ-10 лучших игр первого десятилетия 21 века. Первую строчку в этом рейтинге занял World of Warcraft. Обоснованием решения назвали не только отполированный дизайн и геймплей, элементы которых были заимствованы практически из всех игровых жанров. Игра стала прорывом в самом жанре ММО, открыв его широкой публике. Игра сдала стандарты ММО проектов и стала ориентиром для разработчиков, пытавшихся повторить ее успех. Да и оффлайновые игры на платформе ПК получили толчок и стали популярнее. Ее влияние на индустрию игроков и даже культуру, не связанную с компьютерными играми, было велико, хотя и неоднозначно. В нее играют не только простые геймеры, но и политики, деятели культуры, звезды спорта и поп-сцены. Люди встречаются в Азероте и женятся в реальном мире. Игроки рисуют картины, монтируют машинимы, пишут фанфики и косплеят, ведут ресурсы и блоги. Для нескольких миллионов человек эта игра стала больше, чем игрой. World of Warcraft отмечает десятилетний юбилей. Для игрового проекта это много. Некоторые ММО-проекты, считавшиеся убийцами World of Warcraft, уже успели свернуться. Несмотря на то, что последние 4 года база подписчиков медленно усыхала, после релиза Warlords of Draenor Blizzard отрапортовала о наличии 10 миллионов подписчиков. То есть население Азерота сейчас сопоставимо с населением небольшой европейской страны. А всего через World of Warcraft прошло более 30 миллионов человек. Итак, давайте поговорим об истории развития классического World of Warcraft с самого этапа разработки. Этап разработки 1999-2004 год. Когда точно начали разработку игры, мы вряд ли узнаем, хотя вот этот скриншот говорит о том, что разработка велась уже в 1999 году. Напомню, что в 1999 году состоялся релиз одного из столпов ММО жанра EverQuest, как и Ultima Online, была рассчитана на игроков-хардкорщиков, но тем не менее перспективный жанр наверняка заинтересовал Blizzard. Анонс игры состоялся 2 сентября 2001 года. Большой босс из Blizzard, Билл Ропер, прилетел в Лондон на выставку ESTS, чтобы в том числе сделать анонс нового игрового проекта компании. К тому времени Blizzard уже стали игроками высшей лиги, компании, выпускающей хиты RTS Warcraft, Diablo 1 и 2, StarCraft. Эти игры стали краеугольными камнями в своих жанрах и на компанию смотрели как на лидера индустрии. В Лондоне многие ждали анонса StarCraft 2. Когда Ропер сказал, что компания разрабатывает ММО, то реакция была неоднозначная. В то время ММО являлись низшим жанром. Некоторые задались вопросом о том, понимают ли разработчики, во что ввязываются. Судя по первым месяцам после запуска игры, понимали плохо, тем не менее ввязались. Вот таким World of Warcraft предстал перед глазами слегка ошарашенной публики.
Время шло, Blizzard выкладывали скриншоты и ролики и тихо делали свое дело. В апреле 2002 года команда пополнила свои ряды хардкорщиками из EverQuest. Роб Пардо, Алекс Афросиаби, Джефф Каплан – все они являлись опытными игроками ММО. Ход был правильный и заложил основу успеха игры еще в начальном периоде. Релиз World of Warcraft. Релиз игры состоялся 21 ноября 2004 года в США. До европейских пользователей игра добиралась несколько месяцев, и только в феврале 2005 года открылись первые европейские сервера. 4 года прошло с тех пор, как расы смертных объединились и отразили вторжение Пылающего Легиона. Хотя Азерот и был спасен, от непрочного союза Орды и Альянса не осталось и следа. Пламя войны разгорается вновь. Итак, каким же был классический World of Warcraft? Два континента, Калимдор и Восточное Королевство, максимальный уровень 60. Стратхольм был рассчитан на 10 человек, и основная часть подземелий на 5 человек. Старого мира готова была принять гостей. Два рейдовых подземелья, Огненные недра и Логово Аниксии, наверное, все-таки проще сказать, чего не было в релизе. Того, что сейчас воспринимается как само собой разумеющееся. Не было камней призыва около подземелий, до входов добирались на своих двоих. Более того, даже канал поиска группы отсутствовал, аукционные дома стояли только в Стальгорне и Оргримаре, гильдбанки отсутствовали. Грифоны летали только до ближайшей станции. Там игрок делал пересадку и выбирал нужную точку маршрута. И так снова и снова. О персональных летающих маунтах только мечтали. Не было полей боя и арены, ПВП сводились к стихийным стычкам в открытых локациях. Не было таких подземелий, как Марадон и Забытый город. Не было шаманов у Альянса и паладинов у Орды. Не было ежедневных квестов. Патч 1.2.0 Тайны Марадона, релиз которого состоялся 14 декабря 2004 года. Первый контент-патч классического World of Warcraft, добавивший в игру подземелье Марадон, рассчитанное на 5 человек, который находился в пустошах. Здесь, в массивных пещерах, обитает принцесса Тередрос и первый сын Ценариуса, Зейтар,
который отступил от пути хранителя рощи и поддался порочному влиянию стихии Земли, связанной с древними богами. Они дали начало роду кентавров и долгие века властвовали в пещерах Марадона. Рассчитанный на игроков 40-49 уровня, Марадон является типичным для тех времен подземельем. Массивный, со множеством трэша и приличным количеством боссов. Даже в понерфленном виде на его полное прохождение требовалось часа 3. Правда, стоит отдать должное разработчикам, подземелье получилось на славу. Патч 1.3.0. Руины забытого города. Релиз которого состоялся 7 марта 2005 года. Второй контент-патч World of Warcraft ввел в строй еще одно классическое подземелье – забытый город Фераласи. До того, как его населили сатиры и огры, город в центре Фераласа назывался Эльдриталос. Обитали в нем ночные эльфы. Построенный многие столетия назад, город Эльдриталос надежно защищал секреты королевы Асшары. Город разрушили во времена Великого Раскола, но даже его руины поражают воображение. Его 3 крыла населены множеством различных видов существ, в том числе призраками высокорожденных, сатирами и ограми. Сохранились и остатки жителей из числа ночных эльфов, члены секты Шендралар. Подземелье было рассчитано на игроков 55-60 уровней. Другие крупные новшества, которые принес за собой патч 1.3. Первый удар боссов, убийство которых требовало усилий многочисленной группы игроков. Так в Ашаре появился Азуригос, а в выжженных землях Лорд Казак. Митинг Стоун, которые должны были помочь игрокам в поиске подходящих членов группы, с их помощью пока еще нельзя призвать других членов группы. Для подземелья ввели предельное количество игроков. Огненные недра и логово Аниксии вмещали в себя 40 человек, пик Черной горы 15, забытый город 5, остальные подземелья были рассчитаны на 10 человек. Патч 1.4.0. Призыв к войне, релиз которого состоялся 8 апреля 2005 года. Главное новшество патча – изменение системы PvP в плане ведения рангов. В зависимости от PvP активности игрока, он мог получать за убийство других игроков различные ранги. Патч 1.5.0. Поля боя, релиз которого состоялся 7 июня 2005 года. Первые поля боя, ущелье Песни Войны и Альтеракская долина появились именно в патче 1.5. Патч 1.6.0. Осада логова Черного Крыла, релиз которого состоялся 12 июня 2005 года. Контент-патч принес новый рейд в Черной горе. Продвинутым игрокам, которые уже отфармили Рагнароса, предлагалось 8 боссов с Нефарианом, сыном Смертокрыла, в качестве финального противника. В Черной горе появился еще один босс, равный по масштабу Рагнаросу и находящийся с ним в постоянной войне.
Кроме этого, патч 1.6 привез в игру ярмарку Темной Луны и батлмастеров, которые давали возможность становиться в очередь на поле боя в любом городе, а не бежать к порталу, который туда ведет. Вот такой был классический World of Warcraft в первые месяцы своего существования. С точки зрения контента, неплохо, скажем так. Контента было много, прокачка медленной. ДК средний казуальный игрок полз несколько месяцев. Для хардкорщиков рейды на 40 человек были еще тем испытанием. Да и две вещи с босса тоже не особо способствовали быстрому одеванию. Так что криков «дайте больше контента» раздавалось не так часто. А вот с организационной точки зрения игра буксовала по всем параметрам. Как уже было сказано, Blizzard плохо понимали, во что ввязываются. Спрос на коробки с игрой в первые месяцы был, скажем прямо, ажиотажный. Временами поставки коробок приходилось даже вырезать, потому как кроме коробок нужны еще и сервера. Как признавались потом разработчики, что такого они не ожидали. Патч 1.7.0. Восхождение Бога Крови, релиз которого состоялся 13 сентября 2005 года. Основой контент-патча стал Zul'Gurub, первое рейдовое подземелье на 20 человек в World of Warcraft. Подземелье стало первым шагом, сделанными Blizzard в сторону казуалов, и заполнял пробел между верхней частью Черной горы, Некроситетом, Стратхольмом и массивными огненными недрами. Zul'Gurub был относительно небольшим рейдом, 6 обязательных и 4 опциональных босса. В нем начинающие рейдеры не только одевались, но и приобретали рейдовый опыт. Правда, ветераны говорят, что промежуточного звена не получилось. Подземелье оставалось сложным для игроков без рейдовой подготовки. Come, mortals, face the wrath of the Soul Player. В патче 4.1 этот рейд творчески переработали, превратив подземелье на 5 человек. Другие новшества, которые принес патч 1.7. К ущелью Песни Войны и Альтеракской долине прибавляется еще одно поле боя – низина Арати. Для ущелья и Арати вводятся ограничения по следующим уровням: 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 и 60 уровень. Для любителей спокойного отдыха открывается еженедельное рыболовное состязание в Тернистой долине. Оно так полюбилось игроками, что проводится и по сей день. Теперь перед покупкой вещи можно посмотреть, как она будет выглядеть на персонаже. Патч 1.8.0 Дракона Кошмара, релиз которого состоялся 10 октября 2005 года. Изумрудный сон. Первый раз он упоминался в Warcraft 3. После войны древних Малфурион удалился туда вместе с друидами, и Тиранда вызвала его обратно для того, чтобы противостоять нашествию Пылающего Легиона.
Об этом пространстве известно немного. Изумрудный сон – это эталонная версия Азерота, созданная титанами, первозданная, нетронутая разумной деятельностью, войнами и катастрофами. Такой мир был на заре веков. Потом появились тролли, таурены, эльфы и другие расы. Саргерас решил подмять планету под себя, и после битвы с Пылающим Легионом Единый Калимдор раскололся на несколько частей. Потом появились другие разумные существа, в том числе и пришельцы с других планет, орки и дренеи. Изумрудный сон оставался неизменным на протяжении всей истории Азерота. Интересная фраза есть в Википедии. Малфурион говорит, что сон многослоен, и в нем есть уровни, незавершенные части мира. Титаны делали какие-то наброски, которые не пошли в дело, но выбрасывать в корзину было жалко. Не является ли изумрудный сон некой цифровой копией Азерота, а незавершенной версии, не достигшей статуса утвержденной проектной документации, по которой возводили мир, рабочими файлами программы, написанной титанами. При разработке оригинальной игры планировалось, что Изумрудный сон станет эндгеймом в классическом World of Warcraft. Еще в 2003 году Тигаль говорил, что это действительно крутое место. В конце 2005 года у разработчиков сохранялись планы относительно Изумрудного сна. Во всяком случае, появление 4 драконов из стаи Эссеры рассматривали как пролог к сюжетной линии Изумрудного сна. Сошедшие с ума и агрессивные ко всему живому, драконы появлялись около древ с порталами в Изумрудный сон. Перед выходом первого дополнения думали, что это будет основной темой, тем более, что особо любопытные игроки нашли способ попадать в Изумрудный сон, который содержался в файлах игры. Только к выходу Катаклизма и романа Ричарда Кнаака «Малфурион» стало ясно, что на Изумрудном сне Мецен и его сотоварищи поставили жирный крест. Впрочем, у Мецена осталась еще одна эпическая тема – древние боги и титаны, где он развернул фантазию по полной, уже в патче 1.9. Патч 1.9.0 «Врата Анкеража», релиз которого состоялся 3 января 2006 года. После войны древних одного из противников титанов, древнего бога Ктуна, забросило в Селитхус, где он пребывал в коме тысячи лет, собираясь силами и готовясь к возврату на поверхность. В качестве проводников своей воли он выбрал примитивных созданий селитидов, из которых вывел расу Кираджи. Наделив их разумом и волей, Кираджи выстроили крепость на юге Селитхуса и начали готовиться к завоеванию Калимдора и перешествию своего правителя Ктуна. Кираджи совершали набеги на земли Калимдора, доставляя немало хлопот эльфам, которые в конце концов воздвигли стену Скоробея, чтобы защитить остальной мир от Кираджи. В последней войне Зыбучих Песков эльфы и драконы оттеснили Кираджи в их город и запечатали врата. При всей своей мудрости они не знали, что тем самым облегчили Ктуну задачу. Теперь он мог спокойно готовиться к следующей войне с народами Азерота. Прошли века, и герои Азерота решили распечатать врата и дать бой захватчикам. Гвоздем программы патча 1.9
стала массивная рейд-зона, вход в которую находился на юге Селитхуса. Вернее, рейда было два. Руины Анкеража продолжал казуализацию рейдового контента и вмещал 20 человек. Второй разработали для тех, кто уже прошел огонь, воду и медные трубы огненных недр и логово Черного Крыла. Храм Анкеража и еще один рейд на 40 человек. Финальным боссом последнего рейда был древний бог Ктун. Боссы в Анкераже были сложнее, нежели в предыдущих подземельях. Но для того, чтобы попасть в рейд-зону, нужно было не только быть экипированным по последней моде. Открытию врат Анкеража предшествовал масштабный ивент, в ходе которого игроки должны были собирать и сдавать ресурсы. Для открытия врат надо было сделать сложный квест для восстановления скипетра зыбучих песков. Квест могли выполнить только топовые рейдовые гильдии. Например, одно из заданий требовало не только победить Нефариана, но и сделать это в пределах 5 часов после того, как рейдеры пообщались с Валистразом. Ни до, ни после в игре не случалось такого события, как открытие врат Анкеража. Хорошо это или плохо, подобных событий сильно не хватает в игре. Да, битва при вратах гнева была неплохо обставлена, но куда интереснее принять участие в масштабном событии самому. Патч 1.9 внес существенные изменения в экономическую систему игры, а аукционные дома фракций связали в единую сеть. Появился нейтральный рынок гоблинов, где фракции могли торговать между собой. Торговая система приняла тот вид, который мы знаем сейчас. Для любителей PvP стало возможным становиться в очередь на все 3 поля боя сразу. Кардинальной переработке подвергся календарь обновления рейдовых подземелий. Огненные недра логова Черного Крыла и храм Анкераж обновлялись раз в неделю. Руины Анкераж, Зулгуруп и логово Аниксии раз в 3 дня. Патч 1.10.0 Штормы Азерота, релиз которого состоялся 28 марта 2006 года. Этот патч не принес очередной эндгейм контент, но тем не менее внедрил в игру несколько весьма примечательных моментов. Первое, в мире Азерота наконец появилась погода. Казалось бы, мелочь, но все-таки немаловажная и создающая определенную атмосферу в игре. Другое изменение касалось полетов. Раньше для того, чтобы переместиться из точки А в точку Д, нужно было делать пересадки. Теперь представьте, сколько тогда маялись, чтобы добраться из Танариса в Зимние Ключи. В патче 1.10 перелет из точки А в точку Д проходил без пересадок. Для игроков 60 уровня патчи предусмотрели полезную вещь. Теперь опыт, который они получают за выполнение квестов, не пропадал, а конвертировался в золото. Рейдового контента стало больше, но, судя по всему, видело его не так много людей. Очевидно, для того, чтобы облегчить жизнь свежеиспеченным игрокам 60 уровня, Blizzard улучшили лут в подземельях на 5 и 10 человек и ввели новый комплект экипировки. Второй сет был апгрейдом по отношению к первому и мог быть получен путем выполнения квестов в подземельях. Патч 1.11.0 Тень Некрополиса, релиз которого состоялся 20 июня 2006 года. Он является одним из членов Верховного Совета Магов Киринтора, могущественного ордена магов и волшебников. Его увлечение таинствами некромантии коллеги не разделяли, а он хотел знать больше. Король Лич, тогда еще состоявший из одного Нерезула, распознал в могучей маге перспективного кадра. В конце концов, Кел'Thuzad попал в Нордскол, где стал служить королю. I was cast out by my comrades, exiled, forced to wander the frozen wastes. But I was not alone, not entirely. The voice, now my only companion, guided me to my destination. Strange, nightmarish creatures awaited me at the entrance. I felt my blood run cold as Icecrown itself. Inside, I bore witness to horrific acts, demonstrations of power that could be mine for the asking. Terrified, I ran, but did not get far. All too soon, my choice was made. Too late did I realize that such power does not come without a price.
world will pay a far greater toll. For I have returned. I am Kel'Thuzad. Your curiosity will be the death of you. Позже Кел'Thuzad был убит Артесом, когда тот выяснил, что произошло с жителями городка Бриль. Когда Артес сам перешел на темную сторону силы, то воскресил его, навсегда осквернив воду лунасвета. Местом его обитания, ровно и подчиненных ему нежити, стал бывший нерубианский некрополь Наксрамас, извлеченный из-под земли магией короля Лича. Полгода прошло с момента ввода Анкеража, и Blizzard порадовали хардкорных геймеров еще одним зубодробительным рейдом. В небе над пылающим Стратхольмом появилась пирамида Наксрамаса. Оригинальный Наксрамас стал самым труднодоступным подземельем времен классического World of Warcraft. Для его прохождения требовались игроки в тире 2, рейдовых сетов из логова Черного Крыла и Анкеража. Понятное дело, для того, чтобы так одеты были далеко не все. Не мудрено, что Наксрамас оказался контентом, которое смогло пройти до конца мизерное количество гильдий. По некоторым оценкам, около 1% всех игроков смогли его преодолеть. Даже во времена The Burning Crusade рейд требовал 25-30 хорошо экипированных игроков, а 4 всадника из Наксрамаса считались самым сложным энкаунтером в игре. Впрочем, тогда в Азероте появился не только Наксрамас, но и другие некрополи. Во время мирового ивента по всему Азероту летали крепости и спавнили нежить, с которой воевали игроки. Патч 1.12.0 Барабаны войны, релиз которого состоялся 22 августа 2006 года. Главным нововведением этого патча стало введение кросс-серверных полей боя. For years, tensions between the Alliance and the Horde have mounted as worldwide conflicts threaten to plunge the two factions into all-out war. Now, the Alliance has begun to tighten the noose, and whoever controls the towers in Eastern Plaguelands controls the tide of battle. The battle has just begun. На поле боя собирались игроки с разных серверов и, конечно же, намного быстрее, чем это было, когда формирование групп шло из игроков одного сервера. Подведем итоги. За 2 года разработчики добавили массу контента и изменили ряд игровых механик, улучшили интерфейс, внедрение удобных новшеств. Успех игры за первые 2 года существования был феноменальным. В начале 2007 года, перед выходом The Burning Crusade, аудитория перевысила 8 миллионов человек, несмотря на то, что эндгейм делался для хардкорщиков, а прокачка до 60-го занимала много времени. На этом история развития классического World of Warcraft подошла к концу. Если вам понравился этот ролик, вы можете подписаться на канал, поставить лайк этому видео. Увидимся в следующих роликах. До свидания.